Привет, дорогие друзья! Вы на канале Ева Оракул и Таро. С вами Ева. И по вашим заявкам сегодня будет расклад на тему вашей работы, вашего предназначения. В общем, все по поводу вашего рода деятельности. Видимо, это как-то будет связано с с вашими финансами. Ну, в общем, посмотрим именно такую, знаете, рабочую сферу деятельности, вообще сферу вашей жизни, скажем так. Вот такого расклада у меня, по-моему, еще не было на канале. Вот, надеюсь, окружающие звуки вас не сильно мешают. Я уже знаю только на монтаже. Никогда не знаешь, в чем проблема в общественных пространствах. Никогда не знаешь, что случится в следующую минуту. Вы уже знаете, какие иногда бывают чудеса. Сегодня попросилась под это дело колода светлого провидца. Вот, ну, в общем-то, сразу, понимаете, выходит для обоих вариантов карта королева Пентаклей. То есть вы девушка, которая умеет зарабатывать денежку, у вас всегда есть какая-то копеечка, даже если немного, но вот какая-то заначечка есть у вас. Помимо того, что вы умеете зарабатывать, вы еще умеете копить. Умеете, знаете, ну, как бы, скажем так, вот есть люди, которые зарабатывают много, но копить не умеют, они все тратят. Вот вы, даже если вы зарабатываете немного, вы умеете как бы сохранять свой ресурс, грамотно им распоряжаться. Вот. И сегодня будем смотреть, знаете, как бы два варианта, но вы знаете, что у меня единый поток, повторюсь, на моих раскладах единый поток, даже на тех раскладах, где вы видите два варианта, это единый поток, две грани одной истории. То есть смотрите полностью весь расклад. Один вариант будет наверняка 100% полностью ваш, а из второго варианта возьмете какие-то подсказки. И сегодня вот про вашу сферу деятельности вы можете взять, допустим, у вас две сферы деятельности, или у вас два занятия, или два дохода, или что-то полностью, допустим, резонирует один вариант, а из второго вы как из изюминки, из булочки, как я люблю говорить, выберете для себя именно самое подходящее. Вот, ну давайте смотреть именно первый вариант, да, первую грань, да, вашей, скажем так, профессиональной, рабочей деятельности, вообще вот с этой сферы вашей жизни. Что там у вас происходит? Какие советы? Вообще, вот, в общем, давайте посмотрим, что там у вас, как обстоит дело с этим. Ну, понимаете, туз пентаклей. Я же говорю, вы, может быть, сейчас вы зарабатываете немного, но стабильно, но у вас сейчас, может быть, даже, знаете, новая потребность. Почему вы просите этот расклад? Потому что вы понимаете, что вам нужно больше денег, вам нужно начать больше зарабатывать, вам хочется больше расширить свой доход, вам хочется получить свою независимость, финансовые в том числе. И вы сейчас обдумываете какие-то новые варианты смены работы, смены дохода, может быть, несколько источников дохода, то есть вы это рассматриваете. Но в целом вы сейчас поняли, что финансовая часть вообще вашей жизни – это очень важно. И вы сейчас хотите в эту сторону начать делать какие-то новые шаги. Вот такая вот у вас сейчас обстановка. То есть вы можете себя узнать. Почему? Потому что вы, видимо, были у вас какие-то, понимаете, возможно, потери были связаны с отношениями. Возможно, были отношения с мужчинами или, знаете, вот кто-то был в отношениях, и вы там поняли, что иметь свою независимость, иметь свою копеечку, иметь свой доход – это крайне важно для женщины. А кто-то, скажем так, немножко устал жить или, знаете, живет в каких-то таких обстоятельствах, которые не устраивают, и вы понимаете, что для того, чтобы что-то изменить, вам нужны именно деньги. То есть у вас, может быть, есть уже, понимаете, есть желание, есть потребность, есть ресурс, но из-за того, что вы как будто бы зажаты в этих обстоятельствах, понимаете? И здесь, понимаете, здесь именно на этой карте выходило, что у вас сердечные дела, да, то есть вам уже не по сердцу то обстоятельство, те, может быть, люди или кто-то, может быть, замужем, перекладывайте на себя расколотопщик, кто-то, может быть, замужем, хочет выйти из брака, но для этого нужны силы. Кто-то живет в одном городе, хочет переехать, вообще сменить свою жизнь. Кто-то работает в одном коллективе, там уже как бы все надоело, хочется все сменить. И вы понимаете, что для того, чтобы сделать какой-то шаг, да, ну вот видите, карта выходит, подтверждая сразу. То есть там, где вы сейчас находитесь, вам уже тесно, томно, неудобно, и вы понимаете, что все это вокруг денег. То есть сейчас, видите, все сегодня пентаклевое. Вопрос денег подтверждается колодой, то есть для вас эта тема сейчас как бы number one, понимаете, number one. Любовь любовью, все это хорошо, знаете, как говорится, ну кушать хочется всегда, вообще что-то такое идет, понимаете, из потока. Ну да, вы как бы поняли, эта карта, кстати, мне второй раз мелькает, и сейчас она и вышла. Туз мечей. То есть, видите, выходил туз пентаклей, туз мечей. То есть новая идея. Вы поняли, вы что-то для себя осознали, поняли. Вы поняли, то есть, что вам или нужно зарабатывать по-новому, или искать новые способы дохода, или переезд должен быть каким-то таким, понимаете, чтобы какую-то новую жизнь выстроить, новую какую-то, знаете, виток жизни открыть. Вам нужны для этого финансы, и вы сейчас понимаете, что, или как бы, знаете, мне нужно переехать, и тогда я смогу заработать новые деньги, новые направления, новую работу. Или для того, чтобы переехать, нужно
между финансами. То есть взаимосвязано. И то, и другое у вас работает. Вот в обе стороны, понимаете, как спираль. И то, и то. Вот. Но и вы понимаете, что это сила иметь свободу. То есть именно вот, понимаете, такая вот, видите, дикая кошка здесь. То есть вы понимаете, что вы, вот ваша такая, знаете, пробуждается немножко такая мужская еще сила в этом. То есть вы уже такая не бедненькая овечка, понимаете? Вы сейчас уже поняли, что надо такую львицу, знаете, такую хищницу немножечко включить, для того, чтобы вы смогли, как сказать, прийти к вашим целям и мечтам. Потому что если вы сейчас будете сидеть как бедная овечка, понимаете, ничего не получится. Вы уже смекнули. У вас сейчас как будто бы, знаете, новая сила, энергия пробуждается на новые дела, там, на новые занятия. Вот. То есть вы сейчас уже будете искать новые подходы, новые ситуации, понимаете, к этому. Вот. Давайте дальше смотреть. Опять карта силы выходит, но я не договорила, понимаете? Здесь, знаете, почему вот она снова выходит? Потому что это про отношения еще идет, не зря бедная овечка. То есть, возможно, были какие-то отношения у вас с мужчиной, или, может быть, кстати, где-то на работе, может быть, с каким-то боссом, еще что-то, да? То есть каким-то образом то ли вас привыкли видеть, знаете, такой светлой, невинной овечкой, бедной, которой ничего не нужно, такая она все делает за бесплатно, всем готова помочь. А тут, понимаете, у вас начала другая, как бы, ваша личность проклевываться, и вот для вас с собой это сюрприз. И для людей, которые вокруг, это тоже сюрприз. Они как бы так это, знаете, воспринимают это немножечко агрессивно. Вашу новую сторону, ваши новые потребности. Возможно, кто-то, знаете, такой, а я как бы не хочу за такую зарплату работать, мне как бы надо больше, понимаете? Я же говорю, что вы начали отстаивать абсолютно свои границы. Девятка жезлов. Вы поняли, к чему вы идете, какие у вас цели. То есть вы не будете приносить себя в жертву, и там, где вы работаете, вы будете работать и получать за это достойную работу. Вы не занимаетесь здесь благотворительностью. Благотворительность – это отдельная часть жизни, понимаете? Если у вас есть излишки, если у вас есть желание помочь, вы делаете, да? Поэтому как сказать, вы ходите на работу, вы совершаете, вы тратите свою энергию, свою силу, свой труд, да, у вас есть какой-то огромный, причем вы, понимаете, вы есть, что вам есть что отдавать миру, вы отдаете. И вы сейчас смекнули, что вам нужно за это получать равносильно. И вы сейчас очень жестко будете выстраивать свои границы, потому что вы понимаете, что у вас есть свои мечты, свои планы, свои цели. И вам на это нужно и силы, и доход, и много чего другого, понимаете? Поэтому сейчас будет совершенно по-новому выстраиваться ваша ситуация. В общем, девочки, вы просто этого не видите. Вот так вот здесь по кругу передо мной ходят люди, просто по кругу. Понимаете? Вот сейчас эта карта выходит снова, понимаете, четверка мечей. Просто вот мужчина вот так вот потоком ходит. Что происходит? Герекёк, ташикалер. Понимаете, вот это то, что вот абсолютно, видите, вот сейчас вот я вам не зря это обратила, люди ходят, смотрят, улыбаются, чем я занимаюсь, то есть и все мужчины, все хихикают. Я же говорю, вот это не просто так. И все, вот знаете, униформа, то есть пришло огромное количество там официантов, людей, все мужчины, они все смотрят, они все хихикают. Это то, как сейчас воспринимают вас, ваши задумки, ваши желания, ваши мечты. И причем, видите, начал видеть, что я записываю видео. Да, я говорю, что не надо двигать, спасибо. Но он, понимаете, вот нужно вот это вот вмешаться. Вот точно так же и вы сейчас задумали свои очень глубокие планы, у вас сейчас глубокий внутренний процесс на начало новых, как сказать, планов, понимаете? Но вокруг у вас десреберс, у вас какая-то, знаете, сейчас трансформация идет, и вам сейчас на это очень много нужно сил. И вы не хотите, чтобы вас никто не отвлекал, понимаете? Сейчас не зря этот мужчина, и он так, знаете, подошел, подправил стул, ну, как бы, я не хотела вас отвлекать, но я очень хотела вас отвлекать, понимаете? Вот такого плана. И даже как на меня сейчас все смотрят, обращают внимание. И что интересно, кстати, я сейчас вам объясню. Все люди здесь в униформе, у них черные футболки. И у меня сегодня, смотрите, у меня черное платье. Вот, у меня черное платье, вы сейчас видели, да? Абсолютно тоже у них черная и белая надпись. Я вам потом сфотографирую. Пришлю это в закрытый телеграм-канале. Вот эти вот всякие знаки, секретики в закрытый телеграм-канал. Вам это интересно, вы хотите получать от меня какие-то прогнозы, вот такие вот закадровые вещи. Присоединяйтесь. Это будет такое более закрытое, теплое пространство, где я буду делиться какими-то более личными вещами, то, что за кадром канала и в целом. Так вот, то, что я в таком же цвете униформы. То есть вы вроде бы такая, как все. И люди начали замечать, что вы хотите делать что-то по-другому. Вы уходите в себя, вы замыслили какой-то план. Люди это начинают вокруг замечать. Будь то это ваши мужчины, будь то ваши близкие друзья, коллеги по работе, босс. То есть начали замечать, что у вас какие-то мыслишки начали посещать на побег, понимаете, на изменение своей жизни. И, естественно, ну, то есть им удобно, чтобы вы были такая удобная, такая, какая вы есть, там, с той зарплатой или в том положении, которое вы есть, к которому они привыкли.
А вы такая хотите выскочить на более новый уровень, понимаете, подняться. И сразу же всем что-то надо вокруг вас отвлекать, не дать вам сделать ваше дело, понимаете? Вот это абсолютно сейчас был знак для этого. И хорошо, что была подсказка, потому что я не могла это нащупать. Вот, потому что вы сейчас, видите, вот король кубков, вы сейчас очень погружены в свой процесс. Это очень, это, понимаете, вот это вот выстраивание вашего нового дохода, это не просто, знаете, продумать план. Это еще, знаете, соединиться со своим внутренним я, а чего я хочу. Вы хотите зарабатывать деньги, делать какое-то дело, развиваться в карьере, не просто, знаете, вот делать формальные какие-то вещи. Вы хотите от этого получать удовольствие, наслаждение. То есть для вас заработок денег – это не просто, понимаете, вот, как сказать, сделал дело, гуляй смело. Вы вкладываете свою душу, вы хотите получать от этого удовольствие, понимаете, потому что вы, девушки, у меня здесь вообще на канале простых девушек нету, все очень интуитивные, все очень тонкие, все очень, понимаете, такие, ну, как сказать, вот уникальные, знаете, вот вы, кто-то мне писал, ну что там, сколько там уникальных людей, да, представьте, нас миллионы людей на планете, да, вот есть некоторые уникальные люди, которые действительно собираются на таких вот каналах, они сюда притягиваются, не просто так вам, допустим, вдруг вам в ленте выскочило мое видео, понимаете. И я читаю, благодарю вас за все эти теплые комментарии, так, микрофон, читаю все ваши теплые комментарии, благодарю вас, вот прямо от души читаю, уже, к сожалению, много комментариев не могу всем ответить, но ставлю сердечки, если увидели сердечко, значит, я прочитала. В общем, я благодарю вас, правда. Так вот, я к тому, что вы уникальны, и вы действительно сейчас хотите, знаете, вот какой-то вот так вот вы сделаете, какой-то хитрый такой ход, вы хотите что-то новое такое, знаете, простроить, хотите сделать какой-то новый такой план, и вот людей вокруг это начинает триггерить, им это не нравится, у них это возникает желание немножко вам что-то как-то подпортить, понять, что вы там задумали, а вы карты свои не раскрываете, понимаете? Вы хотите свою мечту, свое счастье хранить при себе, потому что у вас очень большие, знаете, так сказать, эта картинка, которая у вас впереди, она у вас настолько ваша личная, настолько ваша, она связана еще, понимаете, вроде как здесь десятка пентаклей, тоже видите, пентакли, но вот ваше желание жить изобильно, благополучно и так далее, оно связано плотную с отношениями, с любовью, с тем, вообще вот для вас это все, понимаете, нераздельные вещи, для вас это все связано. Для вас вообще все в этой жизни связано. Я же говорю, что вы вот не живете, как люди другие, понимаете, черное, белое, или да, или нет. Вы жонглируете жизнью, у вас все переплетается. Что там у нас? Рыцарь кубков, да? Я же говорю, даже личные отношения для вас имеют определенную связь с вашей деятельностью. То есть, когда у вас, кстати говоря, романтики какие-то в отношениях, какой-то начинается подъем, если другие люди забивают на работу, то у вас в основном это дает вдохновение и даже желание что-то делать, как-то больше зарабатывать. То есть не сказать, что вы, знаете, когда у вас появляется любовь, и такая, о, класс, я ждала сейчас, на кого бы повесить ножки на шею, понимаете? Нет, вы как бы с удовольствием бы повесите ложки на шею, но у вас, наоборот, вы черпаете из любви вдохновение, понимаете? Вы черпаете из любви вдохновение. Так, дальше поехали. Пятерка пентаклей, но еще дальше что-то мне идет вам сказать по поводу работы. Но сейчас такой момент, что вот вы сейчас все слушаете, так это все благополучно, сладенько звучит, да? Но на самом деле вот этот процесс, который вы сейчас проходите, он очень тяжелый. Вы в нем сама наедине с собой, потому что вы ломаете голову. Вы уставшая, вы истощенная, потому что, знаете, вот какой-то один этап закончился, нужно начинать новый этап, понимаете, ключика, у вас ключик вот пока здесь. Он, кстати, есть, видите, но вы пока его не видите. Вот, кстати, классная карта, видите? Вот она вышла вот снова, потому что я не обратила внимания на эти детали. Вот. Классная очень карта. Смотрите, вот здесь уже есть замочная скважина, и дверь есть, и там именно на этой двери пентакли, видите, на этой карте пятерка пентаклей. Но пока вы в состоянии, ну, каком, знаете, немощном, немножко не в состоянии нестояния. И вы думаете, что решения нету, вы как бы закрылись в себе. Но на самом деле на поверхности решения, оно очень рядом. Ключ к решению проблемы, он очень рядом. Стоит вам немножечко, как бы так, знаете, встряхнуться, прийти в себя, и вы сразу же найдете этот ключик. Вот. Так, дорогие мои солнышки. Почему хотела солнышки сказать, видите, сразу к вам захотелось по ласкам, потому что, видите, все очень рядом, колесо фортуны. Все очень рядом. Вот эти вот перемены, они от вас, конечно, тоже очень зависят, знаете, но сейчас судьба будет вмешиваться, да, вот ангелы ваши хранители, все силы Вселенной, сейчас высшие все силы будут вмешиваться, чтобы вам помогать в решении вашей задачи. То есть вам сейчас самое главное немножко встрепенуться из этого состояния, оглянуться и посмотреть, что да, есть какие-то возможности, я к чему-то могу двигаться,
И вы найдете это решение, понимаете, по колесу фортуны все сложится, этот период перемен, он уже в процессе. Ну, вы уже сейчас в процессе, пока это очень сложно, но этот процесс уже начался, изменений, поиска новой сферы деятельности, нового дохода, мыслей, как заработать еще больше, что тут у нас выпрыгивает. Но пока, я говорю, вы пока в процессе в поиске, вы пока не понимаете, вы пока не видите, вы пока с завязанными глазами, двойка мечей, вы пока в состоянии, слово сейчас бы правильное подобрать, вы не видите путей решения, вот. Вот это не тупик, это не тупик. Вы знаете, что решение есть, но вы их пока не видите, вот. То есть решение, возможности заработка другого, переезда, другого чего-то, да, вы пока не видите. Ну, давайте посмотрим, что же дальше будет, что сейчас происходит. Ну, вы сейчас еще вам нужно повариться, знаете, в себе обдумать. Уже, знаете, так вот, прежде чем, как по магу, знаете, прежде чем сделать какой-то важный шаг, подумать, хорошенько подумать, внутри это все переварить, переоценить. Знаете, шаг вперед, два назад, такое, знаете, вот такое вот ощущение, вот я сейчас немножечко сначала подумаю, а потом сделаю. То есть вот такой вот момент. Не прыгать, знаете, вот с разбегу в карьерку, а потом разберемся. Нет, вы сейчас по-другому. Вы сейчас хотите уже делать конкретные шаги, конкретно продуманно идти и что-то делать и менять. Вот. Так. И вот сразу толпа из 5 мужчин в черных футболках с белым текстом на меня просто пошла. Я же говорю, что возможности будет идти, вам сейчас просто немножечко нужно, у вас даже выбор будет. Я же говорю, вот сразу пошло, двойка пентаклей, будет выбор, будут вариации, так или так, то или то, да, то есть у вас будет возможность как-то что-то по-разному делать, вот. Вот. Но я же говорю, что все пытаются вас отвлечь, вот это такое, давно такого не было. Ну, люди, вы знаете, на моих раскладах часто примагничиваются, но тут сейчас вот просто всех вот то, что я здесь делаю, чем я занимаюсь здесь раскладом, записываю, это просто, вы не представляете, какое внимание, вот здесь ради даже мужчин, вот как будто бы специально, не понимаете, именно вот здесь им нужно всем сфокусироваться, чтобы вот быть в эпицентре, поближе к вам, не дать вам сделать ваше дело. То есть вас будут отвлекать. Если там это связано с вашим боссом или там, с вашим близким человеком, то как будто вам будут немножко, вот, знаете, отвлекать вас, палки в колеса вставлять, типа, знаете, вот вас, вам ничего не надо, никуда тебе не надо никаких перемен, оставайся где ты есть, понимаете? А у вас на это внутреннее сопротивление, потому что у вас такая внутренняя борьба, трансформация, перемен, от вас этим чуем, за версту за вас этим пахнет, понимаете? И вы сейчас, вот у меня, кстати, был расклад, посмотрите, у меня был расклад, ваш ангел-хранитель с вами на связи. Вот не зря сейчас это вышла карта, чтобы я вам прям него напомнила, понимаете? Свяжитесь со своим внутренним я. Посмотрите, у меня есть расклад. У меня есть расклад, ангел-хранитель, да, выходит на разговор с вами. Вот посмотрите этот расклад, там вы найдете подсказки для себя. И, возможно, вам подсказывают, что вам нужно с вашим ангелом-хранителем связаться и поговорить. Окей? Так, ну что, девочки, что у нас там? Иерофант, да? Там был отшельник, это Иерофант. Ну, в общем, у вас все получится. Вы до своей цели добьетесь постепенно, не как обычные люди. Вот понимаете, не как толпа. У вас будет свой очень идеальный, уникальный, удивительный путь. И люди у вас будут поэтому на вас так посматривать, потому что, ну, так не делается, понимаете? Так не делается, будут вам говорить. Или что-то задумала. Совсем ку-ку. Вот что-то такое. Так, ну что, первую грань, первый вариант посмотрели. Давайте переходить ко второму варианту. Посмотрим, что там у нас ждет. В плане работы, деятельности, сферы, что там происходит. Так, ну тут такое, знаете, такое ощущение, что вы не знаете, чем вам заниматься. Не знаю, цветы сажать, бетон закладывать, маркетингом заниматься, не знаю, там, дизайном. В общем, условно говоря, не знаю, там, то есть у вас разброс занятий, понимаете, от самых неочевидных до самых очевидных. Я не знаю, то есть, ну, я, конечно, пошутила, но я к тому, что у вас совершенно разные какие-то желания, чем заниматься, идеи, и то есть вы сейчас настолько открыты ко всему новому, понимаете, вот двойка мечей выходит, сейчас будут выходить одни и те же карты. Вы просто сейчас, у вас настолько закрыты глаза, вы столько не понимаете, чем заниматься, что вы сейчас, понимаете, хотите и будете... Это просто, вот понимаете, вот рядом со мной, вот просто везде тишина. Рядом со мной, как обычно, вот стоит мне куда-то сесть, ко мне все примагничивается именно к нам с вами, к нашему потоку, потому что как будто бы здесь что-то происходит особенное, и вот рядом с этим нужно, знаете, вот побыть рядом с этим, понять, что же там тут ухо, знаете, вот это вот.
Так вот, у вас сейчас абсолютно нету идеи, чем заниматься. Вы сейчас перебираете. Варианты есть, но вам вот все как-то не то, не то, не то. И знаете, вот вы пока не видите этот вариант. Но нам показывают, что у вас есть какой-то вариант занятия, деятельности, переезда, успеха. Вот все, что связано с вашей финансовой деятельностью, с родом занятости, у вас есть какое-то решение, да, какие-то есть варианты, какой-то именно самый лучший вариант, чем вам нужно заниматься, да, чтобы вам преуспеть. Ну да, я же говорю, что есть какой-то вариант, который вам будет не только приносить деньги, он будет вам еще приносить успех, славу, ощущение, знаете, вот я, yes, у меня получается, класс, я в этом сильна. Вот это, знаете, вот такое чувство, что у меня получается. Это вот ощущение успеха, реализации. Вот это чувство реализации для вас очень важно. И вы его будете получать, понимаете, у вас оно получится его нащупать. Это же надо, я вот из всех мест возможных я выбрала это место, села тут, и такой вот кипиш, понимаете? Потому что у вас сейчас очень много вариантов, мыслей, чем заняться, куда направить свои силы, а что лучше. Я надеюсь, не мешают все эти голоса, которые там. Но мне вот идет, понимаете, вот есть одно дело, есть один талант, вы должны в свое сердце заглянуть. Что вам именно нравится делать по душе, что вы любите, от чего вы получаете удовольствие. Вам не нужно умом перебирать, потому что по семерке мечей выходило, если вы будете заниматься этим перебирательством от ума, ничего не получится, вы там застряете навеки. Вам нужно подумать, а что вам доставляет удовольствие делать, понимаете? Вот не зря говорят, что вот, что если ты хочешь зарабатывать, делай то, что как бы иметь хороший доход и не уставать от этого, тебе нужно найти дело, которое тебе будет приносить удовольствие. Так вот, ваше дело, то, где вы можете зарабатывать, как вы можете развиваться, вам нужно самой себя спросить, понимаете, самой себя спросить и поговорить с собой. Вот посмотрите, видите, первый, второй расклад, вариант, я же говорю, всегда один поток, выходят одни и те же карты. И здесь эта карта говорит о том, что вы на самом деле, если прислушаетесь к своей душе, вы четко поймете, все остальное будет призрачное. Вот этот выбор покажется на самом деле пустым. Вы четко поймете, что вам нужно выбрать. Вам не нужно будет, знаете, больше находиться вот в этих терзаниях. А может это, у кого бы спросить. Вот. Да, потому что у вас есть какие-то таланты, дары, вам нужно подумать. Может быть, вы даже на это учились, или вы когда-то этим уже занимались, и вы даже в этом мастер. Вот, кстати говоря, вот мне выходит, что вы уже даже в этом, знаете, вот не новичок. То есть, как бы, понимаете, с одной стороны, вам нужно старый ваш навык, ваш талант делать по-новому. Вот, я поняла. Сейчас вам подтверждение, понимаете? Я же говорю, в чем-то вы уже мастер-император, в чем-то вы уже наловчились, в чем-то вы уже профи. Так вот вам вот в этом... Что должно выйти, понимаете? Вот король, туз пентаклей. Вам нужно старое дело начать делать по-новому. Вот это на обложку поставлю. Классно. Вот это прям вот то, что... Вот это прям второй вариант, понимаете? Вы пытаетесь придумать себе что-то, а на самом деле решение у вас уже есть. У вас есть уже таланты, способности к чему-то, склонности. Но вам, даже если вы чем-то занимались, но вы от этого устали, хотите поменять, нам показывают, что по второму варианту вам совсем, знаете, вот пальцем в небо не нужно. Вам нужно нащупать то, что вы любите, и то, в чем вы уже хороши. Ну, класс! Класс, вот уже здесь подсказка. Вам не нужно что-то вот это заново там выдумывать. Очень все здорово, здесь сейчас карты показали. Просто свои навыки, желания, как бы вот эти свои способности, подключите к ним какие-то новые технологии, новые способы, как бы, знаете, вот деятельности, того, что вы делаете. Вот по-новому это все пересмотрите, знаете, вот новая подача того, что вы делали, новый формат, новое место. То есть, может быть, вы знаете, вот вам надоело работать это место, и вы вместо того, чтобы совсем менять там и место, и профессию, да, возможно, стоит только поменять город или поменять компанию, и все заработает. У кого-то нужно будет поменять формат деятельности, может быть, подключить там больше искусственного интеллекта, может быть, сейчас куча всяких перемен за последние несколько лет случилось, где практически в каждой сфере деятельности нужно подходить по-новому, понимаете, и делать все заново. Заново. Очень многим людям нужно сейчас переучиваться, потому что открывается очень много возможностей и вариантов, как все, как сказать, обращать, скажем так, для себя в перемены и в выгоду.
И вот там показывают, что вам, конечно, нужно достаточно быстро сейчас двигаться, вам нужно учиться, познавать, узнавать, выяснять. Но самое главное, что у вас уже есть эти таланты и навыки, вы чему-то учились. Или вы даже, я же говорю, вы в чем-то уже профессионал. У вас есть уже дело, которое вас как бы зажигает, влюбленные, понимаете? У вас уже есть дело, которое вы любите. И вам это дело не нужно бросать. Вам его нужно как бы по-новому делать. Какие-то новые в него привнести формы, знания, способы, понимаете? Если вы все делали одна, возможно, собрать команду. Если у вас была команда, и вам это все втягивается, можно начать одной. Понимаете, я перебираю вам варианты. Если вы, не знаю, там, работали в компании, вам нужно попробовать посмотреть, может быть, вам пора во фриланс переходить. Если во фрилансе работали, и вы чувствуете, вам не хватает... Короче, у каждого, это же, если вам нужно именно про вас смотреть, девочки, расклад общий. Я не хочу сейчас пальцем в небо гадать, потому что расклад общий, я вам даю общие тенденции, направления, да, подсказки. Если вы хотите разбирать именно вашу ситуацию, что конкретно вам нужно, что у вас происходит, это точно на личном раскладе, это в моем телеграм-канале, ссылочка в описании и канала или в описании под видео, вы уже знаете все. Вот, вот, девятка кубков. Понимаете, если вы прислушиваетесь к этим советам, то у вас сразу начинает получаться, вы находите свое место под солнцем, и вам не нужно уже перебирать. Вот эти варианты вас уже не тревожат, вы четко знаете, чего вы хотите. И вы уже начинаете получать заново, может быть, дело, которое вы уже забыли, у вас уже начинает, и вам надоело, или оно не приносило вам дохода, оно снова начинает вас наполнять. Кстати, заметьте, интересно, у второго варианта, вторая грань, здесь все про удовольствие, про получение удовольствия от дела. То есть, понимаете, здесь, я же говорю, один расклад, это две грани. То есть какая-то одна деятельность. Господи, боже, да что ж такое? Это ж все будет, микрофон не справится с этими звуками, понимаете? Вот видите, что я записываю видео, но нужно ж это устроить. Вот это, кстати, ваше состояние, понимаете? Вы сейчас, о чем-то не зря это у меня выставило, вы раздражены сейчас. Вас раздражает то, как вы делаете, чем вы занимаетесь и так далее. И вы, я же говорю, там вот не зря сейчас я эту эмоцию. Вот он пришел, это снова начал вот эти стульчики двигать. Это тот же мужчина, который двигал у меня тут стул на первом варианте. Вы перемотайте, послушайте. Так вот, там была одна подсказка, сегодня другая. Вот, понимаете, опять нужно вот это вот, понимаете, но здесь другое. У вас возникает раздражение на то, с кем вы работаете, понимаете, вы не получаете там удовольствие. То есть дело не в деятельности, дело в месте, и дело в людях, которые там, вот. Поэтому вот такая вот ситуация. Так. Ну что, мои дорогие, давайте еще по второму варианту. Сейчас я вам дам совет. Что вам сказать? Я просто в шоке от того, что происходит за кадром. Я потом сфотографирую. В общем, эти люди в черных футболках, там они просто стоят, на меня смотрят. Мне очень сложно вести расклад. И такое ощущение, что как будто бы я, как сказать, как будто бы они крайне недовольны тем, что я делаю. То есть это их как бы вообще не касается, да? Да? Я просто в шоке. Это к чему это, понимаете? Вот все, что сейчас происходит у меня на раскладах, это всегда для вас подсказки, для нас с вами подсказки. Подсказки для тех, что, понимаете, у вас проблема не в вашем роде деятельности, чем вы занимаетесь. Проблема в том, что вас окружает, в каком месте вы это делаете, с какими людьми вы это делаете. И вот это основная проблема, потому что из-за того, с кем вы это делаете, как вы это делаете, в каком месте, компания или так далее, вы не можете получать удовольствие. Вы как будто бы в напряжении. То есть эти люди вас раздражают, они не вашего порядка, понимаете? Вот у меня прям этот мужчина на меня так смотрит, как будто провоцирующий. Это очень интересно. У меня такого вообще на раскладах никогда не было. То есть люди всегда так видят, они там с интересом могут посмотреть, но так, чтобы вот в лоб стать напротив тебя, вот он стоит через 5 метров после меня, мужчина, и вот так вот в лоб просто смотрит, понимаете? Но вам это подсказывают, не просто так это происходит, чтобы вы держали свои границы. Вот что вы задумали, воплощали, чтобы ничего вас не отвлекало. Вот это сейчас тоже не просто так. То есть явно или то место, где вы работаете, или как, оно будет как-то, знаете, вот вас, как в первом варианте, не давать вам возможность выйти оттуда, понимаете? То есть вас явно вот прям вот annoying, понимаете, вот раздражает, прям вот бесит, вас прям вот, у вас голова болит от тех людей, от тех обстоятельств, и вы, понимаете, вот ваша деятельность, ваша профессия, ваше дело, вы не можете
по-настоящему, как раньше, как в былые времена, получать от него удовольствие, потому что, видите, здесь какие-то вот вокруг вас не те вибрации. Ну, поняли, короче, да? Вот. Поэтому вам нужно двигаться в новое. И, возможно, здесь у кого-то одиночное плавание. Я же говорю, кто-то может быть во фриланс, какая-то деятельность, где вы не связаны с людьми. Понимаете, где вы сможете, вам не обязательно будет искать единомышленников, постоянно людей, компанию, с которыми нужно притираться, вот с ними взаимодействовать, какие-то все время там эти терочки, да. Возможно, вы уже выросли, и вам нужно или открывать свою компанию, или свою деятельность, и работать во фрилансе. То есть какой-то вот такой вот, понимаете, момент уходит. И здесь вот у нас что? Эрмида, отшельник у нас. Здесь у нас как раз карта о том, что для вас не будет проблемой работать в одиночку, во фрилансе. Для вас это успех. У вас это получится, у вас это будет классно. Вы не будете отвлекаться на вот этих всех людей, на вот это вот все обстоятельства. Понимаете, хороший, классный. Вот я думала, что же я выбрала это место. Классно, что я выбрала место. Таких подсказок от пространства, знаете, вот сложно. Вот прям вот это просто вот прям атаковали на меня. Люди в черном. Люди в черном, знаете, люди в униформе абсолютно одинаковые люди, которые, и вы вроде бы в такой же униформе, но в другой, понимаете? Вы вроде бы такая же, как они, но другая. И вот эта вот ваша инаковость, она очень многих, такая зависть и немножко триггер. То есть на вас очень многие смотрят и, может быть, хотят быть как вы. Но цена вашего успеха на самом деле, только вы знаете, чего вам это стоит. Только вы знаете, через что вам пришлось пройти. Здесь именно интересно повешено, именно как вы либрист. Только вы знаете, через что вам пришлось пойти, через какие падения, какие эквилибрические, понимаете, сложные периоды вам пришлось, взлеты и падения, понимаете, взлеты и падения вам пришлось пережить, чтобы прийти к тому успеху или к тем достижениям, вот, я же говорю, взлеты и падения. Только вы знаете, да, что вам пришлось пройти. Вот. Так что вот такие вот дела. Ну что, вроде по второму варианту все понятно, какой-то совет вам. Ну, понимаете, совет, я же говорю, вот у вас уже есть плоды, есть знания, есть навыки. Подключите к ним новые способы, новые идеи, новые формы, знаете, вот переосмысление того, что вы делаете, поможет вам решить вашу проблему в реализации финансов, в карьере, в деле, в котором вы хотите заниматься. То есть не ищите нового, загляните в свои таланты. У вас внутри зарыто очень много способностей. Вот. Классный расклад, интересный. Сегодня прям в закрытом канале потом поделюсь людьми с черным. Люди в черном, которые вас окружали, не давали вам сделать ваш прорыв, понимаете? Так, ну что, давайте завершать потихонечку расклад, посмотрим совет, в принципе, для всех на эту тему. Очень интересно будет. Сейчас настроюсь я. И знаете, хотела еще вам сказать, что я вот правда читаю все ваши комментарии, не на все уже удается мне отвечать, но, вы знаете, вот многие комментарии я читаю просто прям услада для моего сердца, оставляют у меня прям на несколько дней послевкусия, я прям запоминаю какие-то слова, какие-то вы с юмором иногда отвечаете, откликаетесь на мое тепло. Мне это все очень приятно, я все это читаю. В общем, благодарю вас за то, что вы создаете вместе со мной здесь такое пространство на канале. Вот. Так. Но совет для вас, понимаете, вам немножечко нужно рискнуть сейчас, пойти в новое, тройка жезлов. То есть совет для всех, понимаете, пришло время действий, делать что-то по-другому. По-другому что-то в своей карьере, в своей деятельности, новые шаги. То есть вы ходите одними и теми же тропами, знаете, out of the box. Попробовать мыслить вне, как бы вне этой своей коробочки, да, то есть как бы посмотреть как бы извне, со стороны немножечко. Но самое главное, что нужно начать активно действовать. Новые действия. Но самое главное, не забывать, чтобы это вам приносило удовольствие. Понимаете, не только доход, не только реализация, не только, знаете, вот чтобы это был успех, а это что-то, что вам должно доставлять удовольствие. Потому что если вы найдете себе, как вы будете зарабатывать, вы быстро выдохнетесь, выгорите. То есть это вам обязательно заниматься тем, что будет приносить вам удовольствие, вас наполнять, вашу сердечную чакру. И самое главное, еще вас развивать, понимаете, как человека, как женщину. Здесь женщина, как женщину, понимаете? То есть это должно быть женское проявление и возможность как женщине себя усиливать. Вот. Ну, классный расклад, дорогие мои.
Благодарю вас, что вы были на этом раскладе. Пишите в комментариях всегда свои оклики, я с удовольствием все читаю. Вот. Оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, если вы хотите увидеться снова. Если вы хотите поддержать меня донатом, выразить благодарность за мой расклад, если он был вам полезен, то там в описании есть все ссылочки. Вот. Ну и в закрытый телеграм-канал, я уже сказала, тоже в описании есть все способы, как ко мне попасть. Обязательно там поделюсь, как атаковали меня люди в черном. Ну что, все, пока, до связи. С вами была Ева. Пока.